Привет, друзья! Добро пожаловать обратно на наш канал. Мир моды снова замолчал. Без пресс-конференции, без официального заявления и без масштабной рекламы одна единственная фотосессия для журнала превратилась в бомбу замедленного действия, взорвавшуюся в индустрии роскоши. Тэхён из BTS появился в простом, но изысканном образе, и через несколько часов после того, как фотографии распространились, вещь от Celine была официально распродана. Никаких скидок, никакой дополнительной рекламы, просто одно имя и один инфлюенсер безжалостно работали. Что делает эту ситуацию еще более удивительной, так это молчание Celine. Бренд не анонсировал новую кампанию, не раскручивал коллекцию и даже не добавил никаких специальных рекламных меток. И все же цифры продаж говорят громче слов. Брюки, которые Тэхён носил на фотосессии для GQ, внезапно стали мировым хитом, вызвав онлайн-очереди и панические покупки в разных странах. Это не просто история о распроданности. Это показатель личной экономической мощи. В мире люксовых брендов не каждый амбассадор оказывает прямое влияние на конверсию продаж. Но Тэхён в очередной раз доказал, что его присутствие не только создает ажиотаж, но и приводит к обороту огромных сумм денег с невероятной скоростью. Модные аналитики начинают высказываться по этому поводу. Они называют это явление влиянием без усилий, редким явлением, когда потребители покупают не из-за маркетинговых стратегий, а из-за эмоционального доверия к публичной фигуре. В данном случае Тэхён продает не продукт, а веру в то, что все, что он носит, имеет дополнительную ценность. Брюки Celine, ранее считавшиеся просто еще одним предметом высокой моды, внезапно превратились в икону поп-культуры. Высокая цена не является препятствием. Напротив, чем выше цена, тем сильнее желание публики их приобрести. Это рыночная психология, которая может быть активирована только фигурой с необычайным магнетизмом. Что наиболее интересно, так это то, что Тэхён не первый раз создает подобное явление. Однако каждое последующее событие кажется масштабнее предыдущего. Складывается впечатление, что вырисовывается определенная закономерность. Каждое появление не только повышает популярность бренда, но и переоценивает рыночную стоимость продукта. За кулисами, по словам источников индустрии, доверие к Тэхёну сейчас находится на чрезвычайно высоком уровне. Речь идет не только об имидже, но и о ощутимой отдаче от инвестиций. Если одна фотосессия может оказать влияние на глобальные продажи, то гонорар за следующую кампанию вряд ли будет таким же. Это важный момент, редко обсуждаемый публикой. Гонорары амбассадоров определяются не только популярностью, но и измеримым экономическим эффектом. И то, что произошло после этой фотосессии для GQ, является конкретным доказательством того, что Тэхён – это больше, чем просто лицо бренда, он – двигатель роста. Сообщается, что руководители люксовых брендов теперь внимательно следят за каждой деталью перемещений Тэхёна. От нарядов в аэропорту до фотосессий для журналов и неожиданных постов. Потому что, кажется, всегда происходит одно. После того, как Тэхён появляется в чем-то, рынок реагирует почти дико. Что делает это явление еще более удивительным, так это то, что Тэхён, кажется, никогда не пытается навязывать тренды. Он не стремится к броскости. Он не гонится за вниманием. Вместо этого его спокойный, мужественный и элегантный образ создает неоспоримую привлекательность, своего рода роскошь, которая кажется подлинной. В этой фотосессии для GQ Тэхён позирует в простых позах, со спокойным выражением лица и минимальным стилем. Но именно в этом и заключается его сила. Публика видит не рекламу, а образ жизни, который хочет перенять. Когда на официальном сайте Celine появляется надпись «Распродано», это не просто статус товара. Это глобальное подтверждение. Подтверждение того, что доверие потребителей сместилось от традиционной рекламы к фигуре, которую они воспринимают как реальную и стабильную. Многие начинают задаваться вопросом, насколько это повлияет на будущие коллаборации Тэхёна с люксовыми брендами. Ответ почти наверняка – очень сильно. Благодаря конкретным данным о продажах, переговорная сила Тэхёна в будущих рекламных кампаниях значительно возросла. Это также изменило отношение индустрии к поп-айдолам. Они перестали быть просто артистами и превратились в глобальные экономические активы. И Тэхён сейчас находится в авангарде этого парадигматического сдвига. Даже международные СМИ начали называть это явление эффектом Тэхёна, термином,
описывающим, как одно появление может изменить судьбу продукта за считанные часы. Для Серлин это был не просто успех в продажах, а укрепление имиджа бренда. Они продавали не просто одежду, а историю, и Тэхён идеально воплощал эту историю в жизнь. Еще большее впечатление на публику произвело ощущение органичности всего происходящего. Никакой драмы, никаких преувеличенных заявлений. Только ощутимые результаты, говорящие сами за себя. В эпоху, когда потребители все более скептически относятся к рекламе, это явление служит ценным уроком для индустрии. Доверие сильнее шумихи. И Тэхён олицетворяет это доверие в глобальном масштабе. Если одна фотосессия может оказать такое сильное влияние, представьте, что сможет сделать полноценная рекламная кампания, показ мод или эксклюзивная коллекция в будущем. Цифры уже не будут исчисляться миллионами, они могут достичь беспрецедентных высот. И вот главный вывод: то, что произошло, не было случайностью, не мимолетным ажиотажем. Это доказательство того, что Тэхён из BTS вышел за рамки статуса айдола. Теперь он представляет собой экономическую силу, символ доверия и секретное оружие глобального люксового бренда. И, похоже, индустрия моды только что осознала одну важную вещь: ценность Тэхёна только выросла, и нет никаких признаков замедления этого роста. После того, как феномен раскупа распространился, аналитики рынка начали более внимательно изучать данные, и результаты оказались поистине удивительными. Глобальные поисковые запросы на вещи Серлин, который носил Тэхён, резко выросли за очень короткое время, превзойдя даже результаты крупных рекламных кампаний, которые обычно стоят миллионы долларов. Это продемонстрировало, что сила личного бренда Тэхёна была не просто мимолетным ажиотажем, а имела реальное, статистически измеримое влияние. Интересно, что этот эффект не ограничивался одним продуктом. Многие фанаты начали изучать другие коллекции того же бренда, создав эффект домино, который увеличил общую вовлеченность в Серлин. Это редкое явление, когда один единственный наряд может открыть двери для более широкого распространения бренда, органично укрепляя лояльность потребителей без необходимости дополнительных рекламных стратегий. Наблюдатели за модной индустрией даже приводят это явление в качестве наглядного примера того, как новое поколение глобальных инфлюенсеров может мгновенно изменить тренды. Если раньше тренды создавались на подиумах или в элитных модных фотосессиях, то теперь одна фигура с сильным влиянием поп-культуры может мгновенно изменить рыночные предпочтения. И Тэхён находится в центре этого сдвига. Многие люксовые бренды сейчас переосмысливают свои маркетинговые стратегии. Остается ли актуальным тратить большие бюджеты на традиционную рекламу, или эффективнее инвестировать в фигуры с сильным эмоциональным влиянием? В этом контексте Тэхён служит прекрасным примером того,